Привет, мои дорогие сестрички! Мы с вами разбирали ведьм по знаку зодиака, а сейчас похожее будет видео, но вы попросили про мужчин. И давайте посмотрим, как же мужчины гадают, к кому обращаться, кто как колдует, именно в зависимости от знака зодиака. Если представить современных мужчин через призму магии, то каждый знак зодиака колдует в своем уникальном стиле. Их колдовская сила зависит от природной стихии и, конечно же, планет-покровителей. Конечно, супер подробный разбор мы не будем делать, но так пробежимся по всем ведьмакам, по мужчинам. Ну что, давайте мы с вами поговорим про стихию огня, то есть тут не будет от овна до рыб, а именно вот по стихиям мы их разберем. И первая у нас стихия — это боевая и импульсивная магия. Это мужчины Овен, Лев и Стрелец. Они вот такие штурмовики, особенно Овен. Овен, вот его можно так назвать, ведьмак-штурмовик или прям стихийный маг. Овны мужчины, они не любят, кстати, долгих ритуалов и медитаций. Их магия — это чистая, концентрированная энергия, импульс и действие. И как они колдуют? Они используют магию огня, свечи, выжигание негатива. Его заговоры звучат как приказы Вселенной. И вы можете это увидеть и в жизни, и, например, если вы общаетесь с ведьмаками, овнами мужчинами, то вы заметите, что они такие вот прям импульсивные в этом плане. И у них фишка — они обладают мощной ментальной атакой. Если он разозлится, его мысль может сработать как с глаз мгновенно, даже без ритуала. Это такие вот овены. Лев тоже относится к стихии огня. Это, как и львицы, церемониальный маг, солнечный ведьмак. Для льва магия — это высокое искусство и театр. Ну, конечно же, куда же без него. Это всегда какие-то дорогие ритуальные ножи, атамы, эксклюзивные алтари, редкие благовония. И вообще они заточены на то, что они показывают себя и в соцсетях. Не то, что там прям обвешанные чем-то таким в пух и в прах, да, а именно вот то, что они вот как будто такие супер богатые. Если в ведьмовстве, то они тоже такие вот прям маги-маги, да. И если в этом правда, да, вот чем больше у льва вот этих всех эксклюзивных алтарей, редких благовоний и всего такого дорогого, да, это говорит о том, что он серьезно ведьмовством занимается. Если он колдует, лев, это значит, что он работает с энергией солнца, с золотом, с защитными амулетами в первую очередь. Именно львы, они любят именно защитные амулеты. Могут чем-то обвешаны быть, либо у них заговоры специальные. Я знаю одного такого льва, он больше к шаманам относится. Он, девочки, знаете, у него с музыкой все связано. Вот музыка, и причем именно в машине. Короче, в машине специальную музыку такую ставит для того, чтобы прийти в это вот трансовое свое состояние. И когда он выходит из нее, и он даже когда к девушке какой-то идет, да, то вот он такой вот заряженный именно вот музыкой своей идет. Причем это реально у него ритуалы. И они любят талисманы сами делать на богатство, власть, непревзойденную привлекательность, конечно же, да. И фишка львов, как стихия огня — это магия, которая направлена на созидание, процветание, ослепление врагов своей силой. И вот у меня даже вот что-то с Инстаграма вспоминаются, несколько таких львов. Вот одного я очень хорошо помню, второго не очень, но все же. Короче, они такие. Стрелец тоже относится к стихии огня, к магии огня. Это ведьмак-странник, философ, шаман.
Стрелец ищет знания по всему миру. Он может сосчитать в себе и в своей практике магической какие-нибудь руны скандинавские, буддийские мантры, южноамериканский шаманизм какой-нибудь, да, то есть в зависимости от чего он больше увлечен. Как, стрелец колдует? Он работает на местах силы, то есть он все время выбирает точку, куда он идет, территорию. Он там призывает духов природы, отлично разбирается в астральных путешествиях и в предсказаниях будущего. Но единственное, девочки, особенно стрельцов не надо путать с лярвами. И у стрельцов есть такое вот одно отличие у мужчин, да, что очень часто здесь могут быть именно лярвы, стрельцы-лярвы. То есть если они бухают, пьют, лудоманят, ам, какие-то белый порошок там нюхать любит там или еще что-нибудь, да, если там они какие-то там сидельцы, они могут очень много обманывать, да, то есть стрельцы действительно, которые занимаются магией, и есть такие копировальщики, вот я именно среди стрельцов встречала таких вот, будьте осторожны с ними. Но если это настоящий маг-стрелец, ведьмак-странник, да, его пророчества всегда сбываются. Он расширяет границы свои, чужие, такой вот защитником становится чего-то нового, да. То есть если он даже вам что-то будущее пророчит, он обязательно пророчит это так, как по этому пути пройти. И если вы пойдете, вы будете защищены этим ведьмаком. Только вот главное не путайте с лярвами, потому что вот почему-то среди стрельцов их очень много. Овнов нет, львов нет, а стрельцов много. Дальше мы с вами посмотрим стихию Земли. В стихии Земли это у нас Телец, Дева и Козерог. Это стихия Земли, ведьмаки занимаются материальной и практической магией. Телец это, как в принципе, очень похож и на тельца ведьму, то есть это травник и денежный маг. Телец не верит в абстрактное колдовство. Ему нужно, чтобы магию можно было потрогать, съесть, положить в кошелек. Как колдует телец, ведьмак, да? Это мастер, как и телец, девушка. Это мастер кулинарной магии. Он может заговаривать еду и питье. И причем даже если вы заметите, что телец вам подсовывает что-то, даже вот если вы пошли к ведьмаку, к тельцу, да, будьте готовы, что он вас действительно чем-то угостит, хоть какой-то конфеткой, да. Или если это ваш любимый мужчина, да, обратите внимание, что если вам подсовывает еду, смотрите, чтобы она не была приворотная. Он любит варить, зелье варить, еду питье притравливать чем-нибудь, ну, в хорошем смысле этого слова. Очень хорошо создают сильные денежные магниты. Работают они очень хорошо с солью, камнями и корнями растений. Вот я, кстати, знаю одного, ведьмака, который решил, короче, корешки пособирать отдельных этих растений именно для магии. Но я не буду уже говорить, что, но прям собирал, да, для мужской силы. Что вы думаете? Он все кинул и пошел, потому что вот он для этого собирал, и он дальше не пошел, а вот телец пойдет. Так, и какая фишка у тельцов, ведьмаков? Это очень надежный практик. Если он делает ритуал на благосостояние, деньги придут гарантированно и останутся надолго. Вот такие дела. И дева. Кто у нас такая дева-ведьмак, мужчина? Это алхимик и маг-ритуальщик. У девы-ведьмака в магии царит идеальный порядок, все травы подписаны по граммам, фазы луны высчитаны до секунды, заговоры читаются без единой запинки. И они, например, если, знаете, процессами они не делятся, они в основном делятся только результатами. Вот девы никогда он не будет с тобой обсуждать процесс, ритуал и все остальное. Он всегда тыкнет, как говорится, мордой в результат своего ритуала. У
у них очень хорошо получается работать с графической магией, руны, сигилы, какая-то сакральная геометрия, мандалы. Они хорошо очищают пространство, снимают порчи и поддерживают, как говорится, ментальную гигиену, делают детокс. Ам, Кстати, вот именно девы, они находят скрытые, скажем так, в кавычках, баги в чужих проклятиях. Они ювелирно их снимают. Его защита крепка, как швейцарский банк, да. То есть, если вы деве расскажете про какой-то свой ритуал, он может всунуть свое макало, засунуть свое лицо в ваш ритуал и указать вам на какие-то такие вот ошибки. В принципе, если вы где-то в ритуалах, сомневаетесь в своих, да, вы можете у девы-ведьмака это спросить, да, и он вам подскажет, если это, конечно же, его парафия, да, если он в этом разбирается. Подскажет, да. Спрашивать, как вы его сделали, не будет. Вот, но его очень хорошо интересуют только результаты. Также сюда относится у нас к стихии Земли Козерог. Козерог-ведьмак — это некромант и хранитель традиций. Козерог-ведьмак у нас уважает время, законы и иерархию. Он не станет прыгать у костра, а обратиться к каким-нибудь древним и суровым силам. Как он колдует? Он работает с родовой магией. Вот козероги, ведьмаки очень хорошо с родовой магией работают, особенно даже на крови. Энергетика Сатурна им близка. А что скрыто в энергетике Сатурна? Я думаю, вы, кто читал Папюса, кто относится к черной магии, поймете, что это. Камни, кладбищенская земля, культы предков — это все к Козерогу мужчине. Он способен запечатывать негатив на очень долгое время, вот прям как джинов. Вот козерогам это дано. И, знаете, когда я была молода, я все время думала, что вот козероги, ведьмаки-козероги, они у меня ассоциировались с 15-м старшим арканом дьявола, потому что вот рога имели. Поэтому я в основном как-то их считала черными. Но потом немножко изменила свое отношение к ним. У них очень большая выдержка, она просто колоссальная. Его ритуалы могут раскручиваться медленно, но их результат невозможно отменить или сломать. У козерогов магия работает очень долго, да. То есть если он начнет приворот, этот приворот может длиться 4 месяца, год, 1,5 года. Понимаете? Он сработает. И потом снимать, например, козерожье привороты очень тяжело. Поэтому, ну, скажем так, да. Так. Кстати, вот, я одного козерога знала. Мы сейчас не общаемся, но раньше общались. И я вам скажу одну вещь. Это, у него вот эта вот магия действительно работает. Он меньше там, чем на лет 5, да, не рассчитывает свои ритуалы. Так, дальше у нас стихия воздуха идет. В стихии воздуха у нас мужчины-ведьмаки. Это менталисты и вербалисты. Близнецы, весы и водолеи. Ну и кто такие близнецы? Ведьмак, мужчина-близнец — это ведьмак, маг слова, скажем так, да. Для мужчин-близнецов магия — это тоже информация и слово, в принципе, очень совпадает и с нашим женским гороскопом, но все же есть какие-то отличия, да. Им не нужны сложные алтари, они просто вовремя и с нужной интонацией могут что-то такое сказануть, да, что дай бог, то не дай бог. Как они колдуют, близнецы? Они любят заговоры, шепотки, оговоры. Они работают с Таро, очень много близнецов в Таро. Мастерски запутывают мысли врагам и наводят мороки. Могут заговорить зубы любой беде или переписать ход событий прямо во время разговора. Вот они такие. Весы.
Весы, девочки, это маг равновесия, это дипломаты. Весы во всем ищут баланс. Очень тоже совпадает с женским нашим гороскопом, ну, потому что мы немного в общем говорим, но каждый все равно немножко отличается друг от друга, но общие черты мы с вами обсуждаем. Они, весы, редко практикуют черную магию, так как боятся нарушить свое кармическое равновесие и получить откат. Весы боятся черной магии, некромантии, медуизма тоже они боятся. Как они колдуют? Они любят колдовать на отношения, любовная магия. Они пытаются использовать любовную магию без приворотов, да, но, например, на привлечение кармической, родственной души. Э, Они хорошо создают защитные обереги для дома, но они работают краткосрочно. Идеально считывает весы ведьмак, энергетику пар и может помирить тех, кто находится, например, в какой-нибудь глухой ссоре, просто восстановив их энергии. Массажисты, целители, ведьмаки, весы очень хороши. Они вот прям, знаете, тело с ними молодеет. Водолей. Водолей тоже у нас относится к стихии воздуха. Но чем отличается ведьмак, водолей? Это ведьмак-техномаг, инноватор. Водолей смотрит в будущее, конечно же, на женщин, девушек тоже похож на ведьм, но традиционные методы ему кажутся скучными, поэтому он адаптирует магию свою под современный мир, да, то есть очень тяжело считать с водолея ведьмака, что есть магия, что нет. В основном старинные способы он не задействует, он их перерабатывает, что-то такое вот современное, или в что-нибудь такое включает в обыденное, что даже и не поймешь, что это именно ритуал, кстати. Так, как они колдуют? Они, ну, тоже вот все через экраны любят, все через экраны. Если, например, он захочет на вас навести приворот, к примеру, да, он не будет распечатывать ваше фото, да, он просто будет делать этот приворот на экран телефона, на ваше фото там, понимаете? Или, любит еще такую веселую магию абсурда, да, то есть он переворачивает ритуалы сверх на голову. Чернокнижие он делает белокнижие и наоборот. Псалтырь может прочитать с конца, понимаете, в начало. Ну, короче, так вот переделывают все. Обратки хорошо они кидают, они хорошо снимают наведенное, да, делают эти обратные ритуалы тоже очень хорошо. И, их магия, она такая, знаете, мужская, работает на эффекте какой-то неожиданности и инсайтах. Он, ловит информацию напрямую из информационного поля, да. То есть, Водолей, он практически постоянно, подключен к этому информационному полю, поэтому он может выдавать что-то такое, вплетать это в разговоры, и Водолея вообще, раскрыть очень тяжело. Диагностику на Водолея колдуна делать тоже очень тяжело, потому что у них это все, знаете, очень вот переплетено, сплетено с жизнью, перевернуто, и их, как говорится, не найти. Так, стихия воды. В стихии воды у нас ведьмаки, раки, скорпионы и рыбы. Так, и мы в стихии воды кого будем? Рака давайте обсудим. Рак. Это лунный, конечно же, лунный ведьмак, хранитель очага. Рак очень глубоко привязан к фазам Луны и своим эмоциям. Его сила активизируется ночью. И я вам скажу, что вот мужчины раки, им надо все время давать спать, да, потому что раки могут, как говорится, заниматься магией в разное время. И хоть, короче, если рак у вас вот любит рано вставать и рано ложиться спать, значит, он отказывается от магии. Если он, наоборот, более ночной такой, знаете, что он колдует. Чем занимаются раки, ведьмаки? Это родовая магия, защита семьи, детей, отливки воском у них хорошо работает, работа с зеркалами, с водой,
И его дом — это его главная крепость и алтарь, девочки. Если вы хотите, например, воздействовать на ведьмака, рака, да, то вам надо пробраться в его хату, скажем так. М. Раки очень хорошо все понимают, они очень хорошо предсказывают будущее. И я вам скажу, что у них настолько хорошо работает интуиция, если вы в чем то где-то сомневаетесь и спросите рака, вот будьте уверены, что он вам интуитивно всегда даст вот такой вот хороший, правдивый совет. Вот такие дела. И, короче, раком мужчинам лучше всего, знаете, как заговаривать воду. Вот рак, который что-то на воду наговорит, заговор какой-то, настоит ее, как-то использует, да, то вот эта вода действительно такими целебными свойствами обладает, поэтому обратите внимание. У меня, кстати, мой отец рак, и у него есть еще такое, он умеет лечить руками. Просто руки прикладывает, и боль проходит, мигрени проходят, ну все проходит, все боли просто стихают. И это вот прям он держит 10 минут, и вот за 10 минут быстрее, чем от таблетки, проходит любая боль. Вот такие дела. И дальше у нас идет Скорпион. Это тоже стихия воды. Это, опять же, мистический и опасный ведьмак. Скорпион рожден с доступом к скрытым резервам психики и потустороннему миру. Он всегда, вот знаете, на шаг, на два, как говорится, выше всех, именно в том, что у него более такое расширенное сознание. Как они работают? Они работают с интимом, со смертью, с глубокими приворотами, жесткими порчами. А это мастера куколь-вольтиков, кукол, о которых мы с вами тоже говорили. Вот, кстати, если кому интересно, у меня на втором канале о главном и случайном тоже выходит или вышло, не знаю, когда я выложу это видео, про родовой негатив у женщин. Так вот, там я 5 ритуалов про кукол вальтов даю. Так, какая фишка у скорпионов-ведьмаков? Они видят людей насквозь, способны полностью разрушить старую жизнь человека, чтобы на ее руинах возродить новую, чистую энергетику. М, знаете, они очень дружелюбные, они надолго запоминают тебя, уважают тебя, они очень уважительные. Так, рыбы тоже у нас это стихия воды. Рыбы живут, ведьмаки, они на границе миров. Они часто сами не понимают, как они колдуют. Все происходит у них на уровне чистой какой-то интуиции их снов. Они любят сновидения, они любят гипноз, астрал, медитации, тоже травки, зелья на травах, галлюциногенах даже немножко, или успокаивающих сборах. У них такие вот фишки есть с мухоморами и грибами. Они могут прийти к вам во сне и передать послание или изменить ваше отношение к ситуации наяву через какой-то свой астральный план. То есть они могут до вас добраться через астрал. Вот такие вот дела. Ну все, вроде бы всех разобрали, девочки. Вроде бы всех разобрали, насколько я помню. Все, котики, вот так вот, если у вас есть что сказать про мужчин-ведьмаков, вам они встречались, вы видели их работу, пишите в комментариях. Пусть это будет наша книга с вами. Я тоже с удовольствием почитаю вот ваши выводы, да, какие у вас интересности были с какими-нибудь определенными ведьмаками, колдунами. Кто что пробовал, кто у кого что получалось, расскажите о них. Все, мои любименькие, люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.